Всем привет, уважаемые зрители, подписчики моего канала, и с вами Васильевич. И в этом видео я хочу рассказать об новом для себя, новом способе ферментации. Практически можно сказать, что сухого табака, но ферментация происходила не как я обычно делаю, 5-10 дней, а от 10 до 14 дней. Вот этот табак выстоял у меня 14 дней. Сразу же хочется отметить про запах. Да, табак, сорт табака Вирджиния. Запах идет, исключительный, такой медовый, приятный запах, но, как вы можете слышать, табак шуршит. Поэтому хочется сказать, что он увлажнен был так, только чтобы не ломался лист. Я даже, если честно, сначала запереживал, что за 14 дней он просто-напросто подсохнет, но благодаря плотности закрытия капроновыми крышками, как видите, он сохранил всю свою влагу за это время. Ну и единственное, что он практически не изменил цвет. Вот лист, который был хорошо вызолочен, он стал, естественно, более коричневым. Ну а так не очень он поменял свой цвет, в отличие от той ферментации, к которой привык я. Увлажняя его очень-очень сильно, но при этом увлажняя так, чтобы в банках не было излишнего конденсата, когда вы первые сутки продержали в ферментаторе, чтобы много в этой воды здесь все-таки влаги не выделялось. Могу сказать из личного опыта, что когда очень много влаги выделяется, конденсата на банку, то табак успевает закиснуть. Его приходится меньшим сроком ферментировать, естественно, процесс ферментации уже не тот. Ну вот как насоветовали мне бывалые табаководы, значит, табак отферментировался при минимальном увлажнении 14 дней. Ну, естественно, интересен сам результат. То есть я его... Да, он практически готов для того, чтобы его нарезать. Я его сейчас же нарежу на табакорезке. И, естественно, проба это будет очень-очень интересно. Так что вот такой вот новый, так скажем, для меня способ ферментации табака. Ну, естественно, если табак, аромат замечательный, вообще замечательный аромат, сладко-цветочно-медовый. Вирджиния, в принципе, она так и пахнет, она пахнет очень приятно. Это такой классический сорт табака, так скажем. Ну ладно, сейчас буду доставать, разлаживать, ну и, естественно, нарезать. Но самое интересное, конечно, это очень-очень хочется его попробовать. Приступаем к нарезанию нашего табачка. Хочу заметить, что прошло всего лишь навсего минут 20-30 после того, как я его извлек из банок. И он уже готовый, чтобы его резать. Видите, как хороший. Поехали. Нарезаем. Ну вот такая вот соломка получается. Я бы сказал, что превосходная. Но для меня чуть-чуть длинновато. Но по ощущениям, вот после этой ферментации, табак уже другой. По-моему, он даже более эластичен стал, чем вот 5 дней ферментации. Ну, посмотрим на вкус. Сейчас я его докручу. Ну и, естественно, будем, значит, оценивать его вкусовые качества. Ну и цвет. Посмотрим, что из этого получится. Вот у меня представлены два вида табака сорт 1. Это у нас так называемая классика, сорт Вирджиния. Вот смотрите, вот этот 14 дней ферментированный табак, вот этот 6 дней ферментированный табак. Как видите по цвету различия есть. Вот этот табак 14 дней ферментации, значит, в связи с тем, что очень-очень низкая была влажность, можно сказать, что вообще только лишь бы не ломался лист. Он немножко, конечно, светлее. Но опять, понимаете, он как-то более... Особенно, когда режешь, это видно.
он более эластичный стал лист. Ну и запах у него немножко, конечно, отличается. Здесь вот как бы больше, сильнее аромат вот у этого табака, чем вот у этого. Но в принципе сорта одинаковые, поэтому я сейчас просто-напросто изготовлю пару сигарет, значит попробую и скажу, как лучше все-таки делать. Ну для себя, скажем так, решу. Итак, пробуем изготавливать сигарету из табака, который у нас отферментирован, так скажем, новым способом. Все, наша сигаретка готова. Эти сигареты, естественно, мне не нужно. Я знаю, значит, какой они вкус. Пойду попробую вот эту сигаретку, ну и, естественно, расскажу, что из этого получилось. Вы знаете, хочется заметить, что особой разницы, значит, в этом способе ферментации я не обнаружил. Единственное, что, возможно, вот 14 дней ферментации, чуть-чуть табак стал помягче на вкус. Но, как вы знаете, Вирджиния, так, в принципе, как бы такой сорт, не крепкий, не слабый, что-то между средним сортом и слабым сортом. Поэтому вот так я испробовал новый способ ферментации. Ну и еще раз скажу, особой разницы я не заметил, скажем так. Ну еще буду пробовать, все-таки выдерживать табак 14 дней, чуть-чуть побольше попробую увлажнить. Может быть, это что-то изменит. Ну, а пока вот так. И на этом я заканчиваю сегодняшний видеообзор. Кому было интересно и полезно это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте мне вопросы, на которые с удовольствием отвечу. И с вами был Васильевич. Всем пока!